Всем привет, с вами Сева Приходько, и сегодня у нас на обзоре механическая игровая клавиатура HyperX Alloy Origins. Несмотря на то, что это полноразмерная клавиатура, но она все равно достаточно компактная. Здесь есть съемный плетеный кабель USB-C, что делает эту клавиатуру удобной для, например, путешествий, а цельный алюминиевый корпус делает ее супер прочной даже при стремительном, скажем так, потоке нажатий клавиш. Мне бы еще руки, чтобы я нормально вставлял кабель. В общем, ребята, детальнее смотрим эту клавиатуру в этом обзоре. HyperX Alloy Origins выполнена в минималистичном стиле с низким профилем, закругленными уголками и без лишних рамок. Сборка, я вам скажу, идеальная. Клавиатура тяжелая, ее вес почти 1100 грамм, а в сочетании с цепкими резиновыми ножками она просто замечательно держится на поверхности. Ничего лишнего, только тонкий металлический корпус. Причем алюминий здесь использован как сверху, так и снизу. Поэтому выгнуть эту клавиатуру, кажется, в принципе невозможно, даже если вы поставите перед собой такую цель. Обычно все-таки, всегда экономят и делают заднюю часть из пластика, так что, может быть, это вообще начало какого-то нового тренда, кто знает. Клавиатура имеет 104-клавишную раскладку, одноуровневый Enter и длинные шифты, а клавиши имеют приятную поверхность. Кнопка F1 здесь находится точно над цифрой 2. Форма клавиш здесь стандартная, с такой цилиндрическим углублением по центру. Большие символы латиницы здесь нанесены лазером в верхнем левом углу, а кириллица размещена немножечко рядом справа. Вместо правой кнопки Windows у нас здесь установлена клавиша FN, которая нужна для выполнения некоторых команд с другими кнопками. Цифровой и стрелочные блоки у нас тут стандартные, белые неяркие лог-индикаторы у нас тут элегантно скрыты под глянцевой вставкой в верхнем правом углу. Первый из них отвечает за игровой режим, он называется гейминг, то есть мы его либо включаем, либо отключаем. Далее у нас есть цифра 1, которая отвечает за Numlock, и дальше у нас есть большая буква А, которая отвечает за Caps Lock. Немного левее нанесен логотип HyperX. Эта клавиатура поставляется с линейными переключателями Red, Aqua или Blue марки HyperX. И конкретно у меня здесь переключатели Blue, которые достаточно легко нажимаются. Может быть, не так легко, как красные, но это вообще дело вкуса, и конкретно мне удобно. Клавиши быстро возвращаются обратно. Также по периметру у нас здесь клавиатуры расположены, как я раньше говорил, 4 эластичные резиновые ножки. Подставки имеют 2 разные высоты, что позволяет регулировать угол, получается, в 3 положениях. И в зависимости от того, что вам подходит, так и выставляете. Мне, например, нравится как играть и печатать тоже с ножками на максимальной высоте. Подсветкой можно управлять с помощью комбинации клавиш FN, F1, F2, F3, а яркость здесь регулируется с помощью комбинации FN плюс стрелочки вверх-вниз. Есть всего 4 уровня подсветки, плюс есть позиция, когда подсветка выключена. А если же вы хотите более подробно настроить подсветку просто каждой отдельной клавиши, добавить эффекты, создать макросы и всякое тому подобное, то вам необходимо установить программное обеспечение от HyperX, которое я уже запустил. В настройках освещения у нас есть просто десятки вариантов световых эффектов и широкие возможности по их регулировке. Каждой клавише можно задать настройки эффекта, цвета и даже яркости индивидуально. Можно прямо тут картины какие-то рисовать. В верхнем правом углу у нас здесь есть ползунок регулировки общей яркости подсветки. За ним следует настройка игрового режима, где кроме отключения Windows мы можем также заблокировать еще и сочетание Alt плюс Tab, Alt плюс F4, Shift плюс Tab и Ctrl плюс Escape. Короче, все комбинации, которые в теории вообще могут вам помешать во время игры. Также на клавише можно назначить команды клавиатуры или мышки, команды медиа, макросы и даже стандартные команды Windows. Просто что угодно. Или клавишу можно вообще просто отключить. Например, если вы не любите, я не знаю, по какой-то причине пользоваться этой клавишей. Встроенный макроредактор простой и понятный. Для начала записи мы просто нажимаем на кнопку Record. Дальше воспринимаются абсолютно все клавиатурные нажатия, которые мы делаем.
и кнопки мыши, и даже прокрутка мыши. Далее нажимаем на стоп. Хочу также отметить, что RGB подсветка всех клавиш выглядит и сочно, и красиво. Вот когда смотришь, то видно дешевую RGB и дорогую. Кроме того, что светодиоды способны конкретно отображать все привычные цвета, там синий, красный, зеленый, но в том числе и белый, что, как по мне, является редкостью сегодня. Яркость здесь регулируется в широких пределах, оба варианта гравировки считываются идеально, а лог-индикаторы не сильно слепят глаза. Как таковых недостатков в HyperX Alloy Origins я не нашел. Тут мне скорее интересно почитать ваши комментарии. Лично мне кажется, что HyperX удалось воплотить свой этот, знаете, фирменный стиль практичности и функциональности. Клавиатура получилась довольно прочной, при этом она элегантно выглядит, имеет красивую подсветку, как я уже говорил, и комфортные переключатели. Да к тому же еще и интуитивно понятное программное обеспечение. Я считаю, что это отличный вариант механической клавиатуры как для игр, так, например, и для работы с большими объемами текста. Также приятно, что здесь у нас есть съемный USB Type-C, я напомню. Я думаю, он упростит жизнь тем, кто иногда переезжает с места на место. Кроме того, клавиатура отлично собрана и не занимает много места. Друзья, с вами был Сева Приходько. Мне будет интересно почитать в комментариях все-таки, что вы думаете по поводу этой клавиатуры. Если обзор вам был интересен или полезен, то буду очень рад вашим лайкам. А если вы впервые на канале, то обязательно прямо сейчас подписывайтесь. Здесь выходит много всякого интересного. Ну и как всегда, скоро увидимся.